Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 10. У Российской империи была крепость на Гавайях. Впервые русские прибыли туда в 1804 году. Экипаж кругосветной экспедиции, в составе которого был Иван Круценштерн, тот самый человек и пароход, посетили Гавайи и познакомились с королями Камеамеа и Каумуалии. Первый правил 6 основными островами архипелага, а во владение последнего входили только острова Кауаи и Ниихау. Каумуалии сказал участникам экспедиции, что хотел бы войти в подданство Российской империи, если она поможет ему защититься от нападения короля Камеамеа. Гавайцы помогли русским построить 3 укрепления. 2 из них были простыми земляными валами, а одно каменной стеной крепостью, которую назвали Елизаветинской в честь жены императора Александра I. Белая пирамида Китая по своей обработке схожа с пирамидой Хеопса. При исследовании выявили, что это не естественное образование, а рукотворное строение. Огромные плиты тщательно уложены и плотно подогнаны, в точности как у египетских аналогов. Как только данные о пирамиде попали в прессу, китайское правительство закрыло район, где она находится. Официальная версия – около пирамиды находится стартовая площадка для запуска ракет. Кто и когда проявил чудеса мастерства обработки и транспортировки блоков? Ответа до сих пор нет. Соратник Петра I был чернокнижником. Соратник Петра I Яков Брюс в совершенстве знал физику, математику, химию и военное дело, освоив науки до той степени, что его считали магом и чернокнижником. После захвата крепостей Ниеншанс и Нотебург Брюс упросил царя поручить ему снос их стен, что мешали застройке города. К стене подвезли свежеизобретенную Брюсом пушку, и за 2 выстрела он обвалил всю стену. Секрет мощного оружия Брюс унес в могилу. В 18 веке ядра отливали из чугуна, а Брюс для своей пушки изготовил каменные ядра, что считалось диким анахронизмом. После смерти Брюса экспериментаторы пытались повторить опыт с каменными ядрами, но результата не получили. Может, не тот камень? Если кварцевую пластинку резко сжать, на ее гранях появятся электрические заряды. Если Брюс делал свои каменные ядра из пород с высоким содержанием кварца, тогда при столкновении со стеной кварц в ядре сжимался, порождая сильное электрическое поле внутри ядра и последующий выброс. А тогда каменные ядра были примитивной технологией. Почему мы не используем технологию магнитных полей? Новость об изобретении уникального оружия 1932 года опубликовал журнал Modern Mechanics. Магнитная пушка не использует порох. Мощные токи, проходящие через катушки вокруг ствола, оказывают магнитное воздействие на стальную оболочку, протягивая ее через ствол с огромной скоростью. Каждая катушка имеет свой собственный генератор и снаряд, проходящий через ствол. Он автоматически питает катушку. Поворотный переключатель можно было бы использовать для адаптации этой идеи к пулеметам. Использование таких технологий приведет к краху топливного рынка, ведь не нужен будет ни порох, ни бензин, ни газ. Когда и как появилась идея о происхождении Рюрика? В 1830-х годах некий историк из Дерпта представил датского Рюрика Ютландского в качестве летописного Рюрика. До этого у норманистов не получалось связать Рюрика со шведами, потому что оказалось в именослове шведов это имя не числится. Тогда попытались выдать датского Рюрика из-за кого-то из скандинавов, но ни в одном скандинавском источнике нет ни слова о Рюриках. Имя Рюрика встречается во франкских хрониках, но те никак не были связаны с Русью, а значит и призывать оттуда никого не могли. Почему мы так за шведское происхождение Рюрика держимся? Почему Джордано Бруно судили 8 лет? В 1592 году венецианские инквизиторы арестовали Джордано Бруно по техническому доносу о католических догматах. Вряд ли взгляды на устройство Вселенной могли стать поводом, ведь труды Коперника, на которых основывались мысли Джордано Бруно, запретят только через 24 года. Следствие длилось 8 лет. Для примера, весь орден тамплиеров судили 7 лет. В приговоре кардиналов, который опубликовал Ватикан, обвинительного заключения нет. Зато есть запрет на книги Джордано Бруно. Все они должны быть публично уничтожены. Приказ настолько серьезный, что книги Бруно можно было свободно купить в Риме и других итальянских городах аж до 1609 года. Почему сохраняются античные статуи? Белый мрамор относится к материалам средней долговечности. Первые проблемы с камнем начинаются уже через 150 лет, а через 200-400 лет мрамор полностью разрушается.
Статуя Афродиты с Эросом и Паном датирована 1 веком до нашей эры. Статую 2000 лет бережно протирали, полировали и сохраняли в первозданном виде? Нет, ее откопали в 1900-х годах, и до сих пор она выглядит как новенькая. Как с помощью клепок в 19 веке крепили трубы, мосты, корабли. Эти клепки вплавляли даже в труднодоступные места, несмотря на то, что они были из стали. Сегодня подобное идеальное соединение можно получить только с помощью клепанного пресса с ЧПУ. На старых снимках есть инструмент клепальщика, к которому подходит некий шланг. Видимо, это устройство и расплавляло клепку, намертво сажая ее в отверстие соединения. Не требовались ни помощники, ни время, ни усилия. А мы тут со станками ЧПУ мучаемся. Тайны ледникового периода. До сих пор не могут назвать точную причину ледникового периода – изменение течений, вулканы, снижение магнитной напряженности на полюсах. Мгновенную заморозку могут объяснить находки в пластах 13-тысячелетней давности. Найден стеклоуглерод с множеством пузырьков газа, которые плавятся при температуре 3500 градусов. Пузырьки – признак чрезвычайно высоких температур с последующим внезапным охлаждением. Сферулы – полые магнитные шарики с высокой концентрацией углерода. Для их образования необходимы высокие температуры и давление. Наноалмазы – для формирования гексагональных алмазов необходимо давление в 2 миллиона фунтов на квадратный дюйм, 170 тысяч бар и температура от 1000 до 1700 градусов с последующим быстрым охлаждением. Про ледниковый период рассказали, а про предшествующие высокие температуры, вызванные катастрофой, забыли? Тайны образования Руси. Остров Бирка – крупный торговый центр шведских викингов. В 830 году на нем побывал епископ Гамбурга. Потом об острове писал Адам Бременский. Территория свеев состояла из ряда мелких владений, без иерархии, без определенной структуры. Основной властью было народное собрание. В 862 году приплывает на землю Рюрик и учит русских государственности. Он ее сам не знал, судя по запискам путешественников. С момента призвания Рюрика до прихода Олега в Киев прошло всего 20 лет. Опыт такого объединения из Швеции никто передать не мог. Ведь Швеция начала образовываться века через 3 после создания русского государства. Этот факт приверженцев нормандской теории не смущает? Загадка сибирского населения. В Сибири было найдено множество артефактов в едином стиле на разных концах территории. Медведь в скифском стиле – известный узор, которым в X-XIV веках сибиряки украшали ручки сосудов. Сами скифы, по официальной версии, уже лет 600 как исчезли с сибирских просторов, а их культура сохранилась. Если этот стиль берет начало в Сибири, тогда придется признать, что здесь была достаточная плотность населения и развитое транспортное сообщение между народами до прихода Ермака. Засекреченное землетрясение в Таджикистане. 10 июля 1949 года в окрестностях крупного кишлака Хаид в Таджикской ССР произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5 по шкале Рихтера. Его очаг располагался на глубине около 20 километров. Подземные толчки ощущались в этой местности 2 днями ранее, после чего прошли ливни. Как следствие, рыхлая почва на склонах гор пропиталась водой. Это спровоцировало оползень и привело к трагическим последствиям. Сошедшие в результате катаклизма оползни накрыли более 30 населенных пунктов и заживо похоронили около 30 тысяч человек. Советские власти приняли решение засекретить катастрофу, чтобы не омрачать 70-летие Иосифа Сталина. Испанская дамба Тиби, построенная за 14 лет. Арочно-гравитационная плотина из блоков расположена на пересечении реки со скалистым хребтом. Над подобными сооружениями работают проектные институты. Представьте, сколько потребовалось проектных работ, расчетов, денег, людей, чтобы вырубить, переместить и уложить блоки под напором реки в 1580 году. Испанцы с молотками возводят гидротехнические сооружения, над которыми в 20 веке работают целые институты. В повести временных лет указаны неславянские имена русских послов-князей. Мы от рода русского послы и купцы, Ивар, посол Игоря великого князя русского и общие послы, Вуефаст от Святослава, сына Игоря, Искусевий от княгини Ольги, Слуды от Игоря, племянник Игорев, Улеп от Владислава, Каницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены Улеба, Простен Тудоров, Либиар Фастов, Грим Сфирьков, Простен Акун, племянник Игорев, Коры Тутков, Каршев Тудоров, Егри Евлисков,
Воист Войков, Истр Аминодов, Простен Бернов, Евтяг Гунарев, Шибрид Алдан. Заявление «мы от рода русского», то есть это представители самого рода, однако еще Ломоносов говорил о том, что эти имена не имели перевода в германских языках, значит им не принадлежат. Этот факт разрушает теорию норманизма. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.